И снова здравствуйте. Качели. Это манящая многих красота. По факту, это лишь один из видов драпировки горловины. Вообще, драпировка – это концентрация лишней ткани в одном месте. Многие знают об этом. Также и о понятии баланса. Ролики о балансе, драпировках у меня были ранее. Базовая выкройка, используемая в основе моделирования драпировок, основана на гармонии размеров, ширины, длины каждого участка ткани на соответствующем участке тела и вертикальном соотношении размеров их же. Потому любое изменение ширины одного участка, не связанное с пропорциональным изменением остальных, ведет к дисбалансу. Например, расширение ведет к несоответствию ткани на точках опоры и к провисанию. Большая, чем надо ширина горловины, провисание ткани. Всегда ли, желая создать красивое провисание горловины, есть стремление именно к качелям. Их форму часто сравнивают с клювом, треугольником. Есть же другие драпировки, называемые каскад, водопад, из-за нескольких линий рельефа постепенности. Не навязываю свое мнение, но опыт построения качелей и насмотренность других примеров привели меня к выводу, что тип драпировки качели больше подходит для вертикальных воротников, стоек. Там, где изначально надо внести элемент декора, но он не нужен очень яркий. Гармонично в пальто, кофтах. Там же, где не нужно очень сильное углубление, но хочется заметный эффект волн, мне видится более уместным другое построение, отличное от качелей. Качели строятся за счет перевода нагрудной выточки к центру изделия. Есть вариант, когда этого или много, или мало. Об этом позже. В месте перевода выточки при ее раскрытии образуется вертикальный запас ткани. В случае нагрудной выточки в бок эта выточка была следствием баланса. Для меньшего расстояния по телу лишняя ткань пряталась. Здесь расстояние меньше, чем здесь, поэтому вот эта лишняя ткань, она прячется внутрь в выточку. В центре изделия максимальная длина. Раскрытием выточки в центр изделия в боку получается истинная длина безо всяких швов. Как всегда, есть стремление убрать максимальное количество швов. А по центру появляется излишняя длина ткани. Естественно, она обвиснет, но и весь ниже лежащий материал без точек опоры сместится ниже. Вот изначальная точка ширины горловины. При раскрытии выточки в центр очевидно расширение горловины от центра до точки основания шеи. Но по центру все раскрытие происходит одним фрагментом. Это вид треугольника. Все, что вне нового появляемого фрагмента, сохраняет все свои изначальные очертания. Весь баланс, ширина, длина, все сохраняется, как и было. Хотя она тоже будет более расслабленной от центра в сторону, без опоры. Но все-таки она получит большее оформление, близкое к изначальному. Для водопадов, складок, рельефы, которые получаются от центра, они более разнообразны за счет более фрагментного построения. Ну, например, та же самая ширина по горловине за счет раскрытия той же самой ширины выточки раствора. Но та же самая ширина располагается равномернее за счет большего числа рассечений.
Спереди, конечно, остается некоторый треугольник, но в данном случае это отражено, как оно лежит на бумаге, а не как оно в готовом виде, потому что в готовом виде оно будет более равномерно. Поэтому рельеф смотрится фактурнее, сложнее. Хотя это очень простой прием конического расширения. Напоминаю, что расширение бывает в стали параллельное во всех точках на одно и то же расстояние, либо коническое, когда на одном срезе точка какой была, такой и остается весь срез. Срез каким был, таким и остается. От точки идет расширение к другому срезу. И оно имеет между линиями большее расстояние. Если изначальная ширина выточки нагрудной не подходит, ее можно исправить, добавляя частично или полностью выточку талиевую или убирая в талиевую часть нагрудной. Например, закрываем талиевую. Очевидно, появился на данной линии дополнительный объем. Совмещаем это с нагрудной выточкой. Немного шаманства Вуду. Очевидно, что горловина стала гораздо шире за счет большего раскрытия выточки. Либо, если изначально раскрытия выточки было много, то можно ее не полностью закрывать, а частично. Либо переводя в больший срез в талию, либо оставляя часть нагрудной выточки в бок. Все многообразие рельефов драпировок не перечислить. Это творчество. Вкратце перечислю в схемах наиболее популярные, но вначале обозначу известные мне свойства, особенности изделий с применением драпировок в области горловины и центра изделия. Как спереди, так и сзади. То есть это может быть также, например, по спинке. Если четко знать, что будет от применения моделирования, легче прогнозировать результат и сэкономить время.